Всем привет, это ICO Talk, меня зовут Елена, и сегодня я сделаю обзор проекта, который называется Enkidu. Итак, Enkidu — это блокчейн-платформа на эфириуме, которая упрощает создание небольших интернет-компаний. Сегодня интернет-стартапы в основном создаются маленькими командами, и очень часто участники проекта находятся в разных городах, а то и в разных странах. И тут возникает один ключевой вопрос. Это вопрос доверия между партнерами. И стандартные схемы защиты интересов собственников здесь не работают по ряду причин. Во-первых, регистрация компании происходит в конкретно взятой стране, а это автоматически очень сильно увеличивает накладные расходы для интернациональных команд. Документация, юридические услуги, перелеты – все это требует огромного количества времени и средств, которые могли бы быть использованы на развитие проекта. Это первый момент. И второй момент, что без официальной регистрации компании невозможно справедливое распределение доходов между участниками. Ну и, собственно, третья проблема может заключаться вообще и в самом поиске партнеров. Платформа Enkidu позволяет решить все три вопроса. Ну, во-первых, на платформе можно найти партнеров по бизнесу, это раз. Во-вторых, платформа позволяет создавать небольшие интернет-компании без официальной регистрации юрлица. Ну, а справедливое распределение доходов происходит на основе смарт-контрактов. Давайте посмотрим, как все это работает. Вот здесь вот есть очень хорошо схематично показаны все услуги, которые предоставляет платформа. Ну, во-первых, это услуга поиска партнеров по бизнесу. Далее это создание виртуальных компаний с возможностью распределения долей между партнерами. Также есть возможность участвовать в уже существующих компаниях с возможностью перераспределения долей. Голосование по ключевым вопросам. Механизм отложенного получения прав собственности компании, который называется вестинг, ну и возможность конвертации виртуальных компаний в реальные при автоматическом создании всей необходимой для этого документации. Ну и самый главный момент, собственно, про все остальные можно вот здесь подробно почитать, но самый главный момент, который предоставляет платформа, который изображен и на котором я предлагаю остановиться более детально, это, собственно, автоматическое распределение всех входящих платежей справедливым образом в зависимости от доли партнера в компании. Давайте посмотрим, как все это работает. Ну, например, мы создали интернет-магазин. Для начала каждый партнер должен зафиксировать свою долю в проекте. Это очень важно, потому что потом это будет влиять на справедливое распределение прибыли. Далее. Клиент интернет-магазина может осуществлять оплату любым удобным ему способом, и фиатом, и криптовалютой. Все дело в том, что любой поступивший платеж в фиате или криптовалюте попадает вот в эту систему, которая называется сплиттер, и превращается автоматически в токены платформы Enkidu, которая называется ENT. А далее эти токены распределяются справедливым образом между всеми участниками проекта в зависимости от их доли. Вот, собственно, такая схема, которая работает. Ну, мы идем дальше. И дальше, кстати, вот есть еще один момент очень любопытный, который предлагает платформа, это возможность использования escrow-сервиса для управления доменами. То есть при использовании этой функции ни один из партнеров не может управлять доменным именем без согласия других партнеров. Таким образом, появляется возможность защиты от кражи или несанкционированного использования адреса сайта компании в интернете. Ну, мы идем дальше, и здесь мы видим все подробности токен сейла. Конечно, обращаем внимание на softcap и hardcap. Softcap 5 миллионов долларов и hardcap 30 миллионов. Здесь можно посмотреть все детали пресейла и основного сейла, информацию о бонусах, информацию о распределении токенов. И дальше мы видим roadmap. Тоже очень интересно, кстати. В roadmap мы видим все этапы развития компании. В частности, например, то, что запуск альфы планировался на второй квартал 2018 года. Но здесь мы видим приятный сюрприз. Возвращаемся в начало. И понимаем, что альфа на платформе уже запущена. Вот она, здесь можно войти и посмотреть. Альфа уже запущена, альфа уже работает сильно раньше, чем планировалось. Это получилось у ребят сделать, и это очень здорово, в принципе, хорошо характеризует проект. Так, возвращаемся обратно. И после roadmap мы видим команду проекта.
Ну и advisory board достаточно репрезентативный, про каждого из них можно отдельно почитать. Ну вот, например, команда очень гордится тем, что к ним присоединился вот этот вот человек, его зовут Самит Маньяр. Раньше он был частью проекта Xgnosis, которому удалось собрать $12 миллионов за 12 минут на ICO. И сейчас компания Gnosis оценивается в $300 миллионов. Ну вот, ребята очень гордятся, что Самит присоединился к их команде. Ну и вот здесь можно увидеть информацию о всех остальных адвайзерах проекта. Ну что же, еще хочется сказать о том, что конкурентов у платформы Enkidu в принципе нет. Часто Enkidu сравнивают с другим известным блокчейн-проектом, который называется Aragon, но здесь команда Enkidu подчеркивает, что их проект рассчитан на совершенно другую аудиторию. То есть если Aragon — это разветвленная система для создания организации любой сложности, то Enkidu рассчитан именно на маленькие стартапы, на маленькие компании. И в этом их особенность. И именно в простоте освоения, собственно, заключается их сильная сторона именно этой компании. Ну что ж, мне кажется, мы посмотрели все ключевые моменты. Обязательно обратите внимание на YouTube компании, очень много хороших видеороликов у них. Ну и вообще компания широко представлена в различных социальных сетях. Тоже можно все их посмотреть. Но я напоминаю, что мы всегда благодарны вам за обратную связь. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии к этому ревью под видео. Но я напоминаю, что сегодня я делала ревью проекта, который называется Enkidu. Подписывайтесь на наш канал и смотрите больше интересных ревью и интервью на icotalk.tv. Пока!